Привет, друзья! Сегодня покажу приготовление и сборку шоколадного торта, который я готовила на день рождения своей подруги. В начинке крем с маскарпоне и ягодный конфитюр. Готовить торты начинаю почти всегда с приготовления бисквита. Этот бисквит получается пористым и воздушным. С ним после приготовления можно сразу собирать торт, не тратя время на его стабилизацию в холодильнике. Ингредиенты для бисквита обязательно должны быть комнатной температуры. Первым делом сначала взбиваю яйца с ванильным сахаром до объединения. После этого добавляю сахар и взбиваю до посветления массы. Параллельно этому я в отдельной емкости взбиваю сливочное масло до побеления и посветления, около 2 минут. И только после этого добавляю его к яичной смеси. Масло обязательно должно быть комнатной температуры и размягченное, чтобы оно впоследствии объединилось и не расслаивалось. Если вы бисквит готовите ручным миксером, вы сначала взбейте яйца с сахаром, после этого теми же венчиками можно взбить масло, а потом это масло добавить к яичной смеси. А теперь добавляю теплое молоко и снова перемешиваю. После этого добавляю в несколько этапов муку с разрыхлителем и с какао. Обязательно всю эту смесь просеять через сито. Перемешивать долго не нужно, просто добавить в 2-3 этапа и до объединения на быстрой скорости где-то 15-20 секунд перемешать, и все готово. Выпекать бисквит буду в 2 формах, таких кольцах железных. Дно я сделала из фольги, диаметр форм 18 см. Накладываю в каждую форму одинаковое количество теста. Использую для этого ложку. Верх разравниваю силиконовой лопаткой и отправляю в духовку на 30 минут при 175 градусах. Если выпекать бисквит в одной форме, то есть вероятность его пересушить, потому что потребуется больше времени на его приготовление. Я люблю больше такой способ разделить на 2 формы. Перед использованием бисквит охлаждаю на решетке, чтобы внизу не образовался конденсат. Либо же используйте вот такой лайфхак, как я придумала, используя просто форму для кекса. А теперь можно приготовить начинку. Я буду использовать вишню и голубику. Конфитюр я буду готовить из замороженной вишни и голубики. Но если бы у меня была свежая голубика, я бы не готовила из нее конфитюр и просто добавила бы ее в торт в свежем виде. А вот вишню обязательно следует термически обработать, как свежую, так и замороженную. В сотейнике нужно прогреть вишню и после этого добавить сахар, смешанный с пектином. Все тщательно перемешать и довести до кипения. Пектин я использую NH, специальный пектин, такой термообратимый. Его я покупаю в специальном кондитерском магазине, но, конечно, можно загустить конфитюр с помощью крахмала. Мне больше нравится структура конфитюра, когда она приготовлена вместе с пектином. Когда вишня закипела, добавляю лимонную кислоту и провариваю ее еще на медленном огне где-то 2-3 минутки. Потом перекладываю конфитюр в миску, даю остыть, накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник, где-то примерно на час. С голубикой я проделываю практически то же самое, только сахара я кладу намного меньше, где-то 1 столовую ложку без горки. Опять же повторюсь, со свежей голубики вообще нет никакого резона готовить конфитюр, ее лучше всего добавить свежей в торт. Тем временем бисквит уже остыл, можно нарезать его на коржи. Чтобы бисквит быстро достать из формы, достаточно просто пройтись по краю ножом. Разрезать буду бисквит на 2 коржа и срезать шапочку. У меня есть такое приспособление, нож-струна, обычно я использую его. Но есть еще обычная струна. Еще я иногда использую вот такой хлебный нож. Тоже очень удобно, можно приловчиться нарезать ровные коржи. Но именно вот этим ножом-струной ровнее всего получается, потому что там есть уровень, нарезается быстро и легко. Бисквит получается просто отличный, достаточно пористый и мягкий. Для того, чтобы коржи были одинаковой толщины, обязательно срезаю шапочку. Можно это сделать обычным ножом. Всего получилось 4 коржа, но для этого торта я буду использовать 3. Поверьте, 4-й корж точно не пропадет. А вот как выглядит конфитюр после стабилизации в холодильнике. Как по мне, идеальная структура. Особенно для добавления этой начинки в торты. Ну а теперь готовлю крем. Все необходимые ингредиенты измеряю сразу в чаше миксера. И сливки,
и маскарпоне у меня охлажденные из холодильника. Туда же отправляю сахарную пудру, и по желанию можно добавить ликер Бейлис. Он добавит свою такую нотку ароматную. Теперь миксер взбивает это все вместе до пышной массы. Если вы будете использовать ручной миксер, то нужно ингредиенты взбивать по отдельности. В описании к этому видео я напишу поочередность. Для удобства использования часть крема я перекладываю в кондитерский мешок. А теперь можно собирать торт. Собираю его в кольце с бордюрной лентой. На корж я клала по 3 столовые ложки крема, так как изначально планировала больше его использовать на покрытие. Но лучше увеличьте количество крема до 4-5 столовых ложек, его вполне хватит. Разравниваю крем и делаю бортик. Бортик тоже разравниваю, удобно это делать чайной ложкой. В середину я кладу вишню, распределяю ее по всей поверхности. И покрываю вишню небольшим количеством крема. Так сказать, запечатываю ее. Коржи я не пропитывала. Это такой бисквит, который хорошо себя чувствует без пропитки. Но если вы любите влажный торт, то смело можете пропитать коржи, например, вишневым сиропом или соком. Второй корж также покрываю кремом, делаю бортик и выкладываю начинку. Только теперь вместо вишни голубика. Теперь кладу последний верхний корж, слегка надавливаю на него и стягиваю кольцо. Его я тоже покрываю небольшим количеством крема. И чтобы не заветривался, накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник на стабилизацию. Примерно на 6-8 часов или просто на ночь. Когда торт стабилизировался, можно покрывать его финишным покрытием. Я решила сделать а-ля голый торт, то есть не покрывать его большим слоем крема. К тому же начинка у меня стабильная и точно ничего не потечет. Просто прохожусь оставшимся кремом по боковинкам коржей и заполняю пустоты. После этого равняю торт шпателем. Если где-то образуются пустоты, то заполняю их кремом и снова продолжаю выравнивание. Для выравнивания верха торта использую спатулу, и каждый раз, когда касаюсь ей или шпателем до торта, перед этим счищаю с них остатки крема. После этого отправляю торт на стабилизацию где-то минимум на час. Когда торт охладился, готовлю глазурь. С помощью нее буду делать отличные подтеки на торте. Черный шоколад нужно растопить на водяной бане или в микроволновке. После этого необходимо шоколад охладить. Я это делаю постоянными помешиваниями силиконовой лопаткой. Охлаждать шоколад нужно где-то до 34 градусов Цельсия. Для измерения температуры я использую кулинарный термометр. Потом необходимо добавить растительное масло. В идеале это должно быть масло виноградных косточек, но можно использовать обычное рафинированное масло подсолнечное. Глазурь нужно хорошо вымешать и перелить в кондитерский мешок. Можно обойтись и без мешка и просто наносить подтеки на торт с помощью ложки чайной. Наносить подтеки нужно только на хорошо охлажденный торт. Сначала делаю их по краям торта. И все-таки, когда делаешь подтеки с помощью кондитерского мешка, они получаются ровнее и эстетичнее. Потом наношу глазурь поверх торта и распределяю спатулой. Идеальной ровности не добиваюсь, так как у меня сверху будет еще цветочный декор, а это имитация земли, откуда эти цветочки растут. А вот как я делала цветы ромашки и с помощью какого крема, обязательно покажу в скором времени в следующем видео. Спасибо большое всем за внимание. Если это видео было вам полезным, вы узнали что-то новое, буду рада вашим лайкам. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал. Скоро услышимся. Всем пока-пока.